Всем здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. У нас уже который день пасмурно, идет дождь. И так настроение такое себе. Ну и плюс еще погода добавляет такое уныние и хандры. Но сегодня я решила записать вам видео про свои хои, которые я показывала редко или вообще не показывала. Я считаю, они тоже заслуживают внимания вашего, потому как, несмотря на свою, казалось бы, простоту, и, ну, они недорого стоят, они очень красивые. И поэтому, возможно, увидев в моем обзоре их, вы тоже захотите такие хои иметь в коллекции. А еще я вам покажу, немножко расскажу про хою ноннуч. Я вам когда-то его показывала пень, который остался от нее, что сейчас. В общем, кому интересно, оставайтесь со мной. А сейчас перед вами моя старушка. Вообще ее не планировала показывать, но это хоя Побикаликс Silver Splash. И показываю вам из-за того, что вот это новый пучок листьев, который мне выдала. И это ж прям вообще сплэш на сплэше. Серебро в серебре. Смотрите, какая красотка. Эта хоя одна из самых старых в моей коллекции. Я ее как-то не омолаживаю. Есть люди, которые любят много маленьких дубликатов, да, хой, а мне нравятся большие экземпляры. И вот эта хоя одна из таких, из больших экземпляров. Она у меня цвела, но я пропустила цветение, не видела. А потом еще и случайно обрезала цветонос. То есть я увидела уже результаты, опавшие цветочки. Цветет она розовыми цветочками. Вот. Ну, мне главные листья. Вот я же говорю, посмотрите, вот это вот новый пучочек. Она любит так растит там по два листика в узле, а потом оп, и такой оберемок. В общем, вот такой близко посаженные узлы, вот несколько вот так вот выдаст, и такая красота. Так, заодно сейчас покажу, какие у меня тут орхидейки мои цветут. Простенькие, конечно, я же не коллекционер, но меня так они радуют. Такие крупные. Это такая крупная розовая. Желтенькая, не крупная, но очень красивая. Там еще есть, но сегодня видео о хоях. Поэтому сейчас пойдем на мой съемочный столик, потому что в условиях там, где они у меня растут, я не могу показывать. То есть они у меня все переплетены, поэтому вам просто не будет видно. Все, сейчас продолжим показ. Ну вот, это мое, можно так сказать, съемочное место. И сейчас перед вами хоя, которую я не помню, по-моему, даже не показывала. Это хоя, которой названия нет или я не знаю, а идет она под номером PNG 432. Она очень классная. Я ее немного подсушила. Я боялась, у нас сейчас в квартире выключили отопление и прохладно, поэтому я боялась ее переувлажнить, поэтому, ну, как обычно, пересушила. Поэтому у нее вот некоторые листики, они вот так вот сложились и такие немножко потеряли тургор. Ну ничего, молоденькие, нормально все. Значит, она и в зеленом виде мне очень нравится, да, у нее такие прожилки светленькие, вот видно, да. Вот. Но когда ее ставишь на яркий свет, или я сейчас под лампу поставила ее, да, у нее вот молодые листья, вот такие вот красивые. Посмотрите, ну очень красивые. Они такого бордово-коричневого цвета. И вот представьте, если вся такая хоя будет такая бордового, с бордовым отливом или прям бордовые листики, это же вообще заглядение. Видела, что на ярком солнечном свету, да, но рассеянном, конечно, листики у этого сорта становятся вообще красные прям. Ну, у меня такого еще результата не было. Поставлю ее потом, когда уже потеплеет, поставлю на подоконник и посмотрим. В общем, классная хоя, очень простая в уходе, неприхотливая. Главное не пересушивать, потому что у нее листья не плотные, не суккулентные, такие тоненькие, поэтому вот такие могут быть проблемки. Если подсушить, она теряет тургор очень быстро. Ну ничего страшного, восстановит. Я не успела ее засушить в ноль, поэтому все нормально. Ну, красотка. Простая. Простая, недорогая, не редкая, старенький сорт, но красивая. Сейчас покажу еще. Вот этот сорт называется Каюдата Суматра. Я показывала уже свою вторую каюдату. Это каюдата Silver Splash. Но этот сорт красив по-своему.
У него нет таких огромных пятен серебристых, которые мы называем сплэшем, но тем не менее листья очень интересные и на ощупь, и по виду они такие вот бархатные, что ли. По плотности они прям картон-картон, очень такие плотненькие. Вот. Ну и сплэшинги присутствуют, как видите. Очень красивая хвойка, очень красивый сорт. Растет, не знаю даже, средняя скорость роста. Мне она очень нравится. Цветения от нее не жду, потому что цвести будет как каюдата Silver Splash, такими белыми пушистыми цветочками. В принципе, мне это не особо важно. Вот это у меня ожог. Под лампой стояла она, этим листиком уперлась в лампу и ожог получила. Но это для нее не критично. Растем дальше. И как видите, чем она старше, тем у нее крупнее листья получаются. Вот если первые были маленькие, то тут вот такие вот лопушки. Не знаю, предел, не предел размера листьев, но выглядит красиво. Прям переливается, да? Классная. Тоже из простых, недорогих, старых сортов, но тем не менее очень и очень симпатичная. А эта хоя называется Ли. Ли полное как бы название, под которым я покупала, Ли Чайна. Я так подозреваю, либо нашли эту хою в Китае, либо китайцы нашли этот сорт или изобрели. Ну, в общем, что-то связано с Китаем. Очень интересный тоже сорт. Листья опушенные, плотненькие, маленькие. Ну, бывают, конечно, и среднего размера, но в большинстве своем такие вот небольшие. Вся у меня тут в палочках цветоносах. Вот тут видно, да? Но пока не цвела. Не знаю, зацветет, не зацветет. Посмотрела листики, ой, цветочки у нее ничего особенного, поэтому... А так очень интересненькая. И еще на ярком освещении она становится... Листики становятся такого коричневатого оттенка. Вот такие вот. Тоже симпатичный сорт. Даже вот появляются у нее беленькие вот эти сплэшинки наши серебристые, за которые многие... Я так акцентирую на этом внимание, потому что люди многие вот прям спрашивают, а какие у вас есть сплэшные сорта? Ну вот нравится, да? Вот такая вот она. Хорошенькая, милая, мелколистная, опушенная. Вот. Кстати, по поводу, меня уже спрашивали, как мой эксперимент, скажем так, да, с переведением на фитиль. Ну вот сейчас, когда выключили отопление, я, конечно, стараюсь воды много не заливать, вот эти резервуары, стаканчики. Вот. Но те, которые у меня на стеллажике стоят, там еще ничего, потому что лампы внизу подогревают. И, в принципе, грунт просыхает. Те же хои, которые на подоконнике у меня, там, ну и другие растения, там, конечно, сейчас такое дело не пойдет в плане фитиля, да, потому что надо, чтобы посильнее просыхал грунт. Иначе риск переувлажнения, соответственно, загнивания и пипец хои будет. Вот так вот. Так, еще один сорт, который сейчас покажу. Этот сорт называется полистахия. Когда покупала, это был вот этот вот лист, огромный, но такой просто с прожилками, зеленый. Думаю, ну ладно, возьму, пусть будет. Это одна из макрофил. Кстати, у меня все, которые вот макрофилы, это макрофила, сплэш, рангсан, кто у меня там еще кто-то. В общем, все сейчас не хотят расти, а хотят вот цвести. Ну и вот это то же самое, видите, все в цветоносах. Ой, ну, в общем, видите, без резкости, может. В общем, все в цветоносах, не знаю, зацветет или нет. Но мне, в принципе, это не особо надо. Ну, зацветет хорошо. Вот. Так вот, про этот сорт. Когда покупала тот лист, думаю, ну, пусть будет. Но когда начались вот эти вот молодые листики, и они начали еще и загорать, ой, ну, красотка. И я поняла, что не зря я себе заимела этот сорт. Ой, без резкости показываю вам. В общем, они загорают. Они еще имеют окантовочку такую темную, темно-коричневую. Плюс вот эти прожилки еще виднее. Ой, ну прям очень классная хоя, быстрорастущая. Вот. Да, меня как-то спрашивали, вот как они у вас растут. Почему там без лесенок, без арок? Ну, потому что они у меня растут как в джунглях. Вот так вот, мне нравится так. Мне нравится, когда они переплетаются. Да, их потом сложно доставать, их потом сложно мыть. Но мне это нравится. Была бы моя воля, я бы сделала себе... Ну, были бы у меня условия, такие как там в Америке или в Австралии, я бы вообще сделала... видела у одного блогера, как у нее просто
дом заплетен хвоями. Вообще так круто. Ну, я не представляю, конечно, как она за этим ухаживает, но я бы так сделала. По крайней мере, попробовала бы. Господи, уже смотрю на каждый листочек, увижу что-то беленькое, у меня вот паника. Сейчас весна, боюсь каких-нибудь вредителей. Ну, я всех уже обработала. Да, я профилактическую обработку делаю 2 раза в год. Неважно, как бы, ну, есть, нету вредителей, ну, у меня нету, не видела никого. Ну, в общем, Актарой проливаю, потому что опасно, реально опасно. Вот так вот. Такая красотка, в общем, полистахия. Ну, правда, она очень такая яркая, как-то нежная, что ли. В общем, красивый сорт. Он похож, наверное, на латифолию, вот как-то так. В общем, как-то не видела ее особо в продаже. Вот. Как-то она у коллекционеров не пользуется особым успехом. Вот. Ну, вот такие у меня простенькие сорта, которые сегодня хотела показать, но красивенькие. Это еще как бы такой ответ на вопрос, посоветуйте какие-нибудь хвои, да? Вот посоветуйте, какие красивые. Но для меня все мои хвои, которые есть у меня в доме, они все красивые, каждая по-своему. Ну, есть популярные сорта, вот так вот можно сказать. Да, вот популярные есть, там заходят какие-то новинки, например, или какие-то вот возобновляются популярность какие-то сорта, там сплэшная, та же там Wilbur Graves или, не знаю, AH074 Silver или Рангсан, и все такие, о, я тоже себе хочу. А для меня все мои хвои красивые. Я же говорю, даже вот это вот новенькие листики вот выдала. Боже, красота. Суматра. Мне она вообще не хуже, чем Каюдата Silver Splash. Там моя Пубикаликс, который показывала, то вообще старинный сорт, и самый простой, и вообще недорогой. Ну, все красотки. Ладно, опять отвлеклась от темы. А сейчас я вам покажу мою нонуч, что выросло из черенка. Кому интересно, я оставлю ссылку под видео. Ну, можете зайти просто в то видео, посмотреть, как я показывала пень, потом я его расчеренковала. Этот пень меня просили продать. Я, конечно, такой не продаю. Вот, и я потому что давала ему всего лишь 20%, что он сможет какой-нибудь росточек выдать. Росточек он выдал. Ну, как я предполагала, там дохлое было. В общем, смогла сохранить, что смогла. Вот сейчас вам все покажу. Ну вот это моя Хоя Нонуч. Это этому черенку, ну, вернее, этому подростку уже, да, ну, сколько? Год, наверное. Не помню, когда снимала прошлое видео. В общем, врать не буду. Ну, вот так вот растет в активном росте, вот новые листья. И там вон новый лист у меня. Ой, мамочки, сейчас отломаю тот, который еще только растет. Вот такие вот листочки, видите, крупненькие, красивенькие, все. Да? Это я получила черенок такой одревесневший. Как только вырос росток, я с него срезала. Считай, как получила новый черенок. Пень оставила. Тот пень у меня сидел, полгода сидел. Выдал росток. И вот что он выдал. Вот это, что я смогла сохранить. И начал погибать. Я успела вот эти вот ростки срезать. И, ну, вот этот живой. Нормально как бы, да. Пошел в рост. Тут даже, наверное, корешки. Ну, корешки, скорее всего, конечно, есть. Вот, потому что и росточек пошел. Ну, а этот непонятно. Ну, тоже корешок я вижу, вон там есть на поверхности. Может, даже будет с него толк. Ну, размер листьев, вот, ну, несопоставим. Для чего я сейчас это все рассказываю и показываю? Про то, какой черенок вы покупаете. Смотрите, есть просто... Все растения как бы растут. Я уже неоднократно об этом говорила. И гормоны роста, ауксины, они переносятся вверх, особенно по хоям. Это лианы, вот они идут вверх, к верхним черенкам. Соответственно, я вам уже говорила, что самые сильные черенки, самые живучие, самые быстро укореняемые и прочее, 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 это те, которые выше по стволу растения, да, по лиане этой. Низы, вот эти вот так называемые пни, они уже практически без гормона роста. Конечно, они, это, ну, смотря возраст еще растения, да, сколько раз его обрезали, конечно, они могут и корениться, конечно, они дадут и рост. То есть я не утверждаю, что это прям истина последней инстанции. Вот я сказала, только так, только берите верхние черенки. Но когда вы берете низ растения, вот как пенечек это, да, вы должны знать, что вы берете. И вот этот режим ждуна,
касательно хвои, вы должны включить еще больше. То есть, конечно, вам может повезти, и этот пенек, хоп, и выдаст сразу рост. Но может пройти и полгода, может пройти и год, а может пройти и 2 года, а может вообще сгнить и все окончательно. Я вообще эту тему завела к тому, что вижу последнее время продажи, когда вот продают растения и не говорят. Ну, то есть продавцы, ну, как бы не озвучивают, а новички не понимают, что это низ растения, уже срезанное растение. Вот. Конечно, те, которые, ну, такие вот адекватные или как, ну, которые ценят как бы людей, все, они говорят, я вот продаю пень, ну, не пень, а продаю низ растения. Ага, вы уже понимаете, на что вы идете, то есть надо запастись терпением, возможно, другие условия создать, и все нормально. Но есть те, которые говорят, черенок в активном росте. И показывают, конечно же, прекрасную корневую систему, потому что, сами понимаете, если там на нем уже росла вот такая вот стока, ну, это еще молодое, да, а тут наросло, там его срезали, и вам показывают, ну да, тут будут еще хорошие белые корни. Но вот сил вот в этом, вот тут намного меньше, чем если срезать вызревший черенок, вот этот, например. Это мое мнение, и это мой опыт. Никому не навязываю, но считаю как бы таким необходимым вам об этом рассказать и вас предупредить, чтобы вы понимали. Потому что еще меня просто спрашивают, это же как бы ответы своеобразные на вопрос. Вот меня спрашивают, а вот что делать? Ведь вот у меня сидит черенок уже больше, чем полгода, вот, он укоренился, но он без движения. Или там уже укорененный, но не растет. Вот что делать? Ну вот что делать? Ничего не делать, ждать. Потому что показывают черенок, а он, ну, такая палочка, уже прям как деревцо. Ну, вот все равно, как я ж говорю, ну, тут плохой пример, потому что это все равно подросток, это молодое растение. Вот. А там прям вот прям дерево-дерево такое же. Соответственно, ждать можно долго. Конечно же, повторяюсь, можно и попасть в когорту счастливчиков и сразу пойдет в рост, но большая степень вероятности, что времени пройдет много, пока он тронется в рост. У меня есть один такой, я сейчас его не принесла. Но я знала, что иду, мне хотелось этот сорт, я купила черенок, он у меня классно укоренился. Не, сейчас все-таки покажу. Ну вот, принесла. А то вы все говорите, вот у вас это классно растет. Да ничего подобного. Ничего не классно растет. Вот смотрите, этот сорт, это вот так вот называется. Мне его очень хотелось. Я, когда покупала, я понимала, что, скорее всего, человек расчеренковал себе растение и вот продает вот эти низы. Это пятна на листьях уже были. Вот посмотрите, я покупала срезом. Посмотрите на эту корневую систему. Ну куда лучше, да? Казалось бы, ну куда еще лучше? Этот черенок у меня сидит уже, чтобы не соврать, год. Вот он сидит. И я пока, сейчас вот через камеру не вижу, намеков на какие-то почки не вижу. Ну вот куда бы лучше. Есть 2 листа, есть нормальный узел, есть прекрасные корни. Но если присмотреться, то видно, ну, сейчас, конечно, тут палочка одна торчит, да, череночек старенький, старенький. Я еще думаю, мне уже так надоело ждать роста, я уже подумываю над экспериментальными, может, какими-нибудь удобрениями для него. Ну, а что терять? Не люблю его тут ждать по 2 года. Такой себе. У меня так сидел этот грейхост. Сидел 2 года, пока все-таки помер. Но вот этот сорт очень красивый. Это из разряда как клементиорумов. То есть я посмотрела в интернете, как это должно выглядеть так красиво. Ой, я так воодушевилась. Ну, в общем, маємо те, що маємо. Сидить. А тут вот видно, правда, что это старый черенок. Вот это вообще чудо юдное, диво дивное. Покупала я. Захотелось мне сорт. Посмотрела, такой редкий, такой красивый. Сингапур. И купила. Купила, черенок мне прислали. Я когда-то, наверное, рассказывала, дохлый. Я написала продавцу, она, не вопрос, я вам вышлю другой. Выслала мне другой. Тут был лист. То есть это у меня уже вырос, но посмотрите, дерево. Вот просто, вот смотрите, как он старый. То есть я не знаю, сколько лет этим растениям у того уже продавца. То есть мне уже было, ну как, она говорит, давайте уже вышли. Думаю, ну ладно, деньги такие немалые были. Она мне не собиралась как бы возвращать.
Я не люблю вот эти конфликты. Ой, тут он, видите, уже гниль, блин. Он у меня сидит просто в отдельной тепличке, я туда редко заглядываю. Что заглядывать? Вот это вот чудо смотреть. Вот, и она мне такая: я вам вышлю, все красиво, все будет. Она мне прислала. А почему он сидит еще он в отдельной тепличке? Потому что, ну, оно как больное. То есть оно не видно было на фотографии, но, короче, такая. И тоже сидит у меня уже, наверное, год. Вот это вот подваливались. Тут, по-моему, один лист был, вот этот, который он мне продавала. Вот это вот тут росло, это ж отгнило. Здесь росли листики. Вот, а вот это вот выросло мое. И сидить. Это ж еще вообще ювенильный, считай, листик. Тут вообще по нему ни черта не видно, какой он должен быть. Ну, короче, выживет. Я уже смирилась. Я вам говорила, я на это все уже реагирую очень так, ну, спокойно. Поначалу тут уже даже мох вырос, да? Это же сколько он уже тут сидит, это же вообще. Ну и когда с него будет толк вообще? Это ж годы пройдут, чтобы посмотреть хотя бы на сорт. В общем, как обычно, я натрепалась вам, ну, извините. Все это для того, чтобы вас немножко предупредить, чтобы вы имели в виду, потому что хои сейчас вообще не дешевое удовольствие вообще. Дорого стоят черенки, дорого стоит и как бы и удобрения, и земля, то есть потраченные силы, надежды, да. И вот получить то, что буду сидеть у тебя мертвым грузом годами, ну, конечно, не хочется, правда? Поэтому, ну, кому интересно, молодцы, что со мной были. Всем спасибо за просмотры, за комментарии. Мне так нравится, когда вот активность, да, под видео. То, что я понимаю, для кого-то полезно, для кого-то интересно. Кто-то свой опыт рассказывает тоже. Вот, пожалуйста, делитесь, очень интересно. Я же такой же цветовод, как и вы. Ну все, вроде бы все рассказала. Ну хорошо, на закуску. Ой, уже 20 минут. Сейчас все-таки еще покажу свою новиночку. Вот. Все-таки покажу вам свою новиночку. Это мы со знакомой, можно сказать, поменялись. Ну, больше она мне подарила. Это я потом что-нибудь ей поменяю, обменяю. Это эллиптика Splash. Давно я ее хотела, и у меня ее не было. У меня есть другая эллиптика, которую я сейчас по новой себя отращиваю. Там Small Dark Leaves. То есть она мельче листья, у нее темнее. Тоже сплэшинки есть. А это именно эллиптика Splash. Вот теперь она у меня появилась. Надеюсь, подружимся. Вот про эллиптику я знаю то, что... Не знаю, как этот сорт, но вообще вот моя, которая... Она если яркий солнечный свет, вот, она начинает выцветать. Да, она хорошо цветет, но она выцветает листья, становятся некрасивыми. Ну вот и все. Все на сегодня. Всем спасибо, кто был со мной. Название, кто спрашивал название, вот какие в обзоре хой, смотрите в описании под видео. Я там пишу, стараюсь, по крайней мере, писать правильное название хой. Ну, опять же, для вас, да, чтобы вы... А то на слух я понимаю, сложно воспринимать. Как называются на английском языке именно вот эти сорта, которые я показываю в видео. Ну все, если какие-то вопросы, задавайте. Отвечу, если смогу. Всем спасибо за просмотр. Мира нам, добра, счастья, скорой победы. Боже, как хочется. С наступающим всех Пасхой. А сегодня чистый четверг, тоже с праздником. Пока. До встречи в новом видео.